Вчера поздно вечером, можно даже сказать уже сегодня, я приехал в Барселону, заселился в хостел, и теперь у меня есть целых 2 дня для того, чтобы посмотреть, что такое Барселона. У меня 3 самых важных момента. Это, естественно, храм Святого Семейства Саграда Фэмили. Позади меня он уже находится. Музей Пикассо и посмотреть, что такое барселонские пляжи. Первым делом, естественно, Саграда Фэмили. Храм настолько высокий, что не влезает в кадр. Разве что только сделать широкий угол. И то, когда его достроят до конца, он даже при таких раскладах не влезет весь. В 1984 году, несмотря еще на долгий путь до завершения, Саграда Фамилия уже была назначена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А начал строиться собор в 1882 году и планируется завершиться в 2026 году. Это будет почти 150 лет, если все, конечно, пойдет по плану. Когда собор будет закончен, его высота будет достигать 170 метров. Это всего лишь на 1 метр ниже, чем гора Монджук в Барселоне, которая является самой высокой точкой в городе. Так решил архитектор Гауди, который тут же и похоронен, и считал, что его здание не может быть выше творения Господнего. Собор будет иметь 18 башен. 12 из них будет представлять апостолов, 4 из них будет представлять евангелистов, 1 предназначена для Девы Марии, и последний, самый высокий шпиль посередине, будет представлять Иисуса Христа. Перед входом в собор идет очень серьезный досмотр, прям как в аэропорту. И, между прочим, в 1936 году, в разгар гражданской войны в Испании, собор пытались уничтожить через поджог. Посещение собора вместе с поднятием наверх обошлось мне в 36 евро. Почти на самый верх вас поднимает лифт, и вы там наверху особо ничего не видите. А из-за фотографов, в кавычках, еще и в заторе стоите. Лично я не советую подниматься наверх, но это лично мое мнение. Вниз вы спускаетесь самостоятельно. А вот что мне действительно очень сильно понравилось, это вот такая винтовая лестница. Если вы боитесь высоты, ну, блин, высоковато, однако. Когда вы будете подниматься наверх, вас попросят сумку положить в специальные ящики. И имейте 1 евро, потому что достать ключ нужно опустить 1 евро вот сюда. Тогда достанется ключ, и потом вы свой евро просто отсюда заберете. Когда вы будете забирать сумку, открываете. 1 евро падает вот в этот кармашек, и вы его забираете. Кстати, посмотрите по ящикам. Многие там оставляют евро, думая, что они там остаются навсегда. Несколько слов от себя про этот собор Святого Семейства. У меня к вам вопрос. Вы были когда-нибудь в Миланском соборе? Это собор, который пронимает до глубины души, и ты плачешь. Здесь я не плакал. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не говорю, что мне храм не понравился или с ним что-то не так. Наоборот, это потрясающее строение в стиле неоготики и модерна, которое обязательно нужно посетить и увидеть своими глазами. Я говорю всего лишь о своих ощущениях. Билеты в музей Пикассо у меня на завтра, поэтому сегодня я неспешным шагом прогуливаюсь по Барселоне. И дошел я до площади Каталония, которая известна своими фонтанами, скульптурами и голубями. Еще где-то тут должны быть питьевые фонтаны, и говорят, если турист из него попьет воду, он обязательно сюда вернется. Я бы, честно говоря, просто попил бы и не обязательно сюда возвращаться. Ну вот он, этот питьевой фонтан. Наконец-то попью. Ничего вроде, питьевая. А дальше через старый город к по-настоящему главному собору Барселоны. Католический кафедральный собор в Барселоне также известен как собор Святого Креста и Святой Евлалии Богородской, одной из покровительниц города. Это ж надо было взять и закрыть ремонтные работы вот таким баннером Samsung. Ни в коем случае не реклама, это возмущение. Барселонский собор – это прекрасный образец готики, позднее дополненный неоготическими деталями. Во внутреннем дворике собора постоянно проживает 13 гусей, 13 прожитых годов Евлалии, а их белый цвет символизирует ее чистоту и непорочность. 13-летняя Евлалия была казнена за то, что отказалась отречься от христианства и призвала жителей отказаться от обращения в язычество.
при этом обвинив власти в насилии. Собор начал строиться в конце 13 века и завершилось строительство в 1448 году. То есть на стройку ушло 150 лет. Ну и опять я со своими ощущениями. В этом соборе, да, я чувствую внутренние колебания. То есть готика на меня имеет влияние. В сторону моря я пошел пешком и прогулялся по старому готическому кварталу. Честно вам скажу, эта прогулка мне очень понравилась. И вот я вышел к морю. Ага, так вот что значит барселонские пляжи. Песок, галька, Средиземное море. И в это время года мало купающихся. Не могу найти ни одной раздевалки, а хотелось бы переодеться в плавки и искупнуться. Наблюдаю за местными, как же они переодеваются, и понял, что в принципе я тоже так могу. У всех на виду надеваю на себя плавки и иду купаться. Понимаю, почему сейчас мало купающихся, но при этом вода мне понравилась. Прохладная, но мягкая, чистая, прозрачная. И должен вам сказать, что барселонские пляжи на меня произвели впечатление. Пляж пляжем, все хорошо, но мне бы теперь снять мокрые плавки и надеть все сухое. А как? Опять у всех на виду? Вот так очень спокойно и не спеша прошел мой первый день в Барселоне. Не знаю, что дальше делать. Я, кстати, как утром позавтракал, вот так за 10 евро, так до сих пор ничего и не ел. Пойду поем и или по старому городу погуляю, ну или еще что-нибудь. Решил съездить на волшебные фонтаны Монджуика. Сел на автобус, приехал, посмотрел арену беснующихся фанатов через Венецианские арки, пошел к фонтанам, а они до декабря месяца не работают. Но я не пожалел, что я сюда приехал, потому что здесь такой импровизированный бесплатный концерт, и атмосфера очень приятная. Люди сидят, опять же, отдыхают, смотрят на город с высоты, и в целом я получил удовольствие. Перед сном еще решил прогуляться к Триумфальной арке, которая находится прямо рядом с моим хостелом. И что интересно, в отличие от большинства арок мира, памятник в Барселоне был возведен не в знак военных достижений, а как олицетворение научного и культурного прогресса в государстве, построено в 1888 году к открытию Всемирной выставки. А поужинал я невкусно и дорого, за 22 евро, черная каркатица с лапшой, даже чаевых не оставил. А утром, позавтракав в том же кафе, что и вчера, только на 2 евро дороже, я отправляюсь в музей Пабло Пикассо. Это небольшой, но очень уютный и атмосферный музей, и я бы его назвал музеем становления художника как личности. С самого начала, самые первые его работы, его история и до голубого периода. Тот самый период, когда художник начал самостоятельно рисовать после всех влияний, которые на него оказали те или другие мастера и школы. На самом деле музей нужно посетить. Я получил огромное удовольствие, многое узнал, открыл для себя кое-что, понял то, чего раньше недопонимал в этом художнике. И именно в этом музее я принял решение, что доеду до музея Сальвадора Дали, который находится достаточно далеко от Барселоны, но, наверное, стоит посетить. И после музея Пабло Пикассо я сижу в парке, прихожу в себя, потому что на меня, опять же, влияние картины его оказали довольно сильное. Пока я шел в парк, прошелся по каким-то раскопкам городским, и сзади меня та самая Триумфальная арка, где я буду садиться в метро и поеду в парк Лабиринт. Еще в детстве, после просмотра фильма «Трое в лодке, не считая собак», я мечтал побывать в подобном лабиринте. И вот, наконец-то, в Барселоне я решил осуществить свою давнюю мечту и сходить в этот лабиринт. Конечно, можно было подняться на какую-нибудь гору в Барселоне, посетить очередной храм и так далее, но я решил лабиринт. Лабиринт построен в 18 веке с протяженностью сторон в 50 метров. Выполнен из живых кипарисов. Тех самых кипарисов, про которые Сталин в Крыму сказал «нехорошее дерево». После чего идиоты в Крыму вырубили весь кипарис. С вашего разрешения повторюсь, идиоты. Сталин в том числе. Конечно же, не все так радостно, потому что стена с проплешинами, и видно, что на той стороне стены. Но в целом мне было очень интересно. Плюс к лабиринту я еще и по самому парку прогулялся, что доставило мне удовольствие. Поэтому, если вы в Барселоне и пересмотрели уже все, что можно, и у вас много времени, то ехать гулять в лабиринт и парк советую. Дальше я захожу в метро и еду на станцию «Параллель». На карте города станция находится здесь. Выхожу из вагона и иду по указателям, вроде как фуникулер. Иду и сажусь в еще один
поезд, только уже меньших размеров, который едет наверх. И тут я спешу развеять миф о том, что по транспортной карте Т10 при соблюдении всех временных интервалов можно бесплатно проехаться на фуникулере. Это не так. По этой карте даже сюда зайти нельзя. Да, мне пришлось заплатить почти 10 евро для того, чтобы на фуникулере подняться наверх. Чуть дороговато. Интересно, это в одну сторону или в две? Очень классный персонаж. Все привыкли видеть Барселону красивой, туристической, а вот поднявшись на гору, вы увидите другую ее сторону – индустриальную. И масштаб этой индустриальной зоны прям поражает. Давайте я приближу. Склады, контейнеры, естественно, краны. Проход в этот пролив. Увидеть с этого холма такое я не ожидал. И на самом деле меня это не то чтобы удивляет, восхищает даже. Все же, куда я так стремился подняться бесплатно по транспортной карте Т10? Это гора Юпитера, гора евреев, потому что здесь раньше находилось кладбище евреев. Сегодня это гора Монжуик. На самом деле тут можно провести целый день. Тут и кактусы, и площадки смотровые, и крепость, вдоль стены которой я иду. Заходить я в нее не буду, просто пару слов про нее расскажу. Крепость Монжуик имела важное обозначение не только для Барселоны, но и Каталонии в целом. Правда, так и не помогла стране сохранить независимость, крепость превратилась в тюрьму, и тут был казнен президент Каталонии Луис Компанис. Сегодня в этой крепости военный музей. Как и следовало ожидать, это был билет в одну сторону на фуникулере. С таким положением вещей я не согласен, поэтому пешочком спускаюсь к этому маленькому поезду и еду к морю, а по дороге ужинаю макаронами с морепродуктами и апельсиновым фрешем за 23 евро. Как-то не получается у меня дешево питаться. Было вкусно, но не на 23 евро, а с Барселоной все. Напишу сейчас здесь, сколько мне обошлось все это дело вместе с хостелом. И на этом все. С вами был Бонифаций в Барселоне.